я получаю письмо от Лоррейн Майклс, с которой мы переписывались, вы помните, из штата Нью-Йорк. Ко мне пришел Эль Мори. Он сказал, что твоя мантия становится активной, ты становишься действующим посланником. Ты должна начать принимать диктовки. Это было очень удивительно прочитать это письмо. Тогда я ей пишу сразу же. А электронная почта, вы знаете, она очень быстро работает. То есть я только получила письмо, сразу же набираю ответ и посылаю обратно, говорю: да, ты знаешь, ко мне приходят владыки во время медитации, я их слышу, но они не дают мне никаких диктовок. Иногда они дают личные послания, но они кроме меня никому не интересны. Лоррейн поняла, что я, видимо, не все правильно поняла по-английски, и пишет мне то же самое письмо другими словами второй раз. Она пишет: ко мне приходил Эль Мори, он сказал, что ты становишься действующим посланником, твоя мантия становится активной, ты должна начать принимать диктовки. Ну, да, думаю, я про себя думаю, наверное, она шутит, я же ей написала, что я посланник, наверное, она так надо мной шутит. И третий раз опять пишу, что я не знаю, нет пока никаких диктовок. И она пишет третий раз. Опять третье письмо, буквально за 1,5-2 часа. Она повторяет все то же самое и говорит, что ты должна начать принимать диктовки. Тогда я ей пишу: ну ты знаешь, как только я начну принимать диктовки, ты будешь первым человеком, которому я их пошлю. У них там был день, у нас была ночь уже, и я легла спокойно спать. И когда утром я начала медитировать, пришел мой учитель Санат Кумара. Это было 4 марта 2005 года. И он пришел, и как-то очень необычно пришел, не как всегда, потому что вся комната наполнилась таким очень густым розовато-желтым туманом. Все было как в тумане, и алтарь передо мной был в тумане. И я спросила, что будет, я должна принять диктовку? А он сказал: да. Тогда я ему говорю: ну ты знаешь, я не совсем готова, потому что я как раз простыла очень сильно, и у меня был очень сильный насморк, и болела голова, и была температура. Тогда он сказал: посылаю луч исцеления. И я так смотрю, у меня нос стал дышать уже, голова стала проходить. И потом он сказал: возьми диктофон и включи. А вот той каза, вземи диктофон, его включи. И я включила диктофон и стала слышать в своей голове как бы мысли, которые были как будто мои собственные, но в то же время, поскольку я раньше разговаривала с владыками, я понимала, что это не мои мысли, а мысли, которые посылал Санат Кумара. Но я сказала буквально 2 фразы, и мое внимание рассеялось. Здесь требуется очень четкая фокусировка, очень четкое сознание. Очень сильная концентрация должна быть. Тогда Санат Кумара сказал: выключи диктофон, подойди к компьютеру, встань, подойди к компьютеру. И я подошла к компьютеру, включила компьютер, и он стал точно так же посылать мысли, которые я стала набирать, совершенно молча набирать на компьютере. Как только я набирала ту фразу, которую он мне диктовал, приходила следующая фраза, и я опять ее набирала. Вот таким образом я приняла первую диктовку от Саната Кумары. А когда на следующий день я опять начала медитировать, пришел другой владыка, который дал диктовку, и так продолжалось почти 4 месяца непрерывно.